Всем привет из солнечного Дубая. Сегодня мы на квартире 50 квадратных метров, которую мы закончили комплектовать месяц назад, и мы ее сделали всего за месяц. Она находится возле знакового здания Захи Хадид «Опус». Как нас нашел клиент? В Инстаграме он увидел наши работы, и что мы работаем в Дубае. Хотя мы очень мало публикуем там работы, особенно сейчас, мы еще ничего не сняли. Он позвонил нам и говорит: я хочу с вами встретиться. Я говорю: я прилетаю только завтра. Он говорит: а я улетаю сегодня. И, в общем, человек просто в течение часа оставил наличные деньги нашей помощнице, которая работает здесь, в Дубае, без, вообще, не зная нас, не встречаясь с нами. Без документов, да. без всего. И говорит: пожалуйста, укомплектуйте квартиру. Вот это уровень доверия, да? Сразу же. Да. Сначала я думала, что за 2 недели мы быстренько все обставим, потому что нужно было только купить мебель и ее поставить. Но не тут-то было, всегда выходят какие-то мелкие детали. И, например, чтобы повесить здесь эту люстру над обеденным столом, нам пришлось все-таки расшивать потолок, проводить дополнительные провода. Люстру очень тяжелую, нужно было сделать основание крепче, подложить фанеру, и после только уже зашпаклевать, покрасить и повесить эту люстру. Ну, плюс мы еще покрасили стены, очень красивый оттенок, провели бра в спальне. И поэтому работы заняли месяц. Совсем больше всего, наверное, мы ждали молдинги на стене, которые... Это очень такое простое решение, но сразу эффектное. Появляется изюминка в интерьере. Ну, достаточно минималистично, при этом есть на стене какой-то ритм, она уже не выглядит скучной и монотонной. Влада очень не любит, когда стены пустые и скучные. Нужно смотреть на красивую стену. Да, поэтому молдинги были куплены на Амазоне. Они долго, правда, шли, 1,5 месяца. Выглядит как рулон такой металлической черной пленки намотанной, с уже самоклеющейся лентой. И ты очень легко сам можешь просто ровненько разметив... Это не пленка, надо сказать, это тонкий это металл. Да, потому что его просто так не порежешь, нужен специальный инструмент, они достаточно такие острые. Да, бюджет. Мы уложились 50 квадратных метров в 70 тысяч дирхам. На наши деньги это 1 900 000. С покраской, с заказом штор, со светильниками, с мебелью, с посудой, с утварью, техникой, типа пылесосов, с постельным бельем в 2 комплекта, там, полотенцами, аксессуарами туалетными. В общем, все, что нужно под сдачу на Airbnb. И давай по ценам. Вот, самое интересное, да, что сколько, например, стоит обеденный стол? Мраморный, надо заметить. Натуральный мрамор. 87 000 рублей. Да. Диван, на котором мы с тобой практически сидим. Знаете, у нас есть дизайнерские скидки во всех магазинах, и мы делимся ими с клиентами. И вот диван без скидки стоил 370 000 рублей. Он раскладной, то есть можно 2 людей сюда еще положить. С нашей скидкой он вышел 220 000 рублей. Далее, такая одна из дорогих позиций в этой гостиной – это журнальные столики у дивана. Один мраморный с зеленым красивым мрамором, другой со шпоном дерева. Они стоили 210 000 рублей. Да, надо сказать, что здесь, чтобы интерьер не выглядел монотонным, да, каким-то скучным, мы всегда стараемся добавлять яркие, интересные цветовые акценты. Допустим, вот в предыдущих апартаментах, да, которые мы снимали, у нас там яркие такие коралловые, терракотовые оттенки с голубыми. Здесь мы взяли вот этот зеленый оттенок, изумрудный этого кресла, и уже к нему даже посуду подобрали, да, у нас постельное белье в спальне тоже зеленого цвета, изумрудного. То есть вот такие детали, они как бы делают интерьер более интересным и ярким. То есть сейчас у нас есть уже проверенная команда маляров, которые выезжают на разные объекты и красят. Но не дешево. Да, к сожалению. Красят в 3 раза дороже, чем в России. Да. Электриков, что тоже немаловажно, потому что они здесь не умеют читать чертежи, не знают, как это. В общем, нужен грамотный их прораб, который будет знать все-таки, как, куда, что провести. 2 комплектатора, которые ездят по магазинам, снимают актуальные коллекции, а здесь мебель разбирается за 2-3 дня. И даже если мы с заказчиком согласовываем коллажи, мы отправляем за 2 дня,
то на третий, когда уже комплектатор едет в магазин и покупать, ну, половины Да, может вот, не кстати, быть. вот этот стол изначально, он был другой заложен в проекте, овальный, и когда она приехала в магазин с этим столом, его уже не было, его уже выкупили, и нам пришлось выбрать уже из того, что есть, подходящий стол. Да, то есть как в России работать? Делать там 2 месяца проект, потом согласовывать, там еще 2 месяца что-то покупать, заказывать, нельзя. Здесь все быстро, и, скорее всего, мы обычно утверждаем стиль, а уже каждый конкретный предмет утверждается отдельно при покупке. Особенно там это основные диван, кровать, а мелкие обычно нам доверяют нашему вкусу. Ну и вообще в целом, да, то есть нет времени на визуализации, мы делаем все в коллажах. Важно, чтобы человек, наверное, каким-то обладал абстрактным мышлением, либо просто доверял, что дизайнер видит, как это будет хорошо сочетаться, да, то есть это же сложно очень вообще по картинкам как-то согласовывать, например, ткани, да, как здесь хорошо сочетается ткань дивана с оттенком штор, как шторы красиво сочетаются с оттенком стен, он, кстати, очень такой уютный и приятный, то есть изначально стены И здесь сложные, были да? да, белые, мы сделали их таким серым, теплым оттенком, и сразу стало как-то уютнее, интерьер мягче стал, очень приятно. И почему у нас все-таки растянулось все на месяц? Потому что здесь есть еще этап согласования, чего в России вообще нет. То есть здесь нужно сначала получить разрешение на работы. Для Хотя, этого... казалось бы, какие работы, да, стены покрасить, Да. во что хочу, хоть в красный захочу покрашу. Для этого ты делаешь планы, где указываешь RAL цвета, где ты указываешь, какие люстры будут висеть, сколько каждая будет весить килограмм, сколько каждая ватт, мощности. Мы не прописали, например, молдинги в этом плане, который уже был утвержден и получили разрешение на него. И на входе, когда рабочие заходят с молдингами, их спросили, а куда молдинги? А у вас нет в этих документах то, что вы будете клеить молдинги. Хотя, ну, казалось бы, да, в общем, что в этом такого? Дальше. Вы получаете разрешение, когда приходят все доставки, например, крупногабаритные, вы должны обклеить зону до лифта и лифта вашего, чтобы не испортить стены. Более того, если вы обклеили, вы еще должны заплатить депозит за то, чтобы к вам наверх это что-то подняли. Депозит они забирают в том случае, если вы что-то по дороге цокнули. Да. Более того, уже остались последние шторники, навешать шторы, и опять же у нас с ними были разговоры каждый день, чтобы им занести карнизы и повесить шторы, опять мы должны заплатить депозит, и обычно, то есть рабочие, всегда нужно, кто-то должен их встречать, решать все эти вопросы с управляющей компанией, да, просто так не отправить одну компанию повесить шторы. Ну, то есть это всегда очень много сопутствующих хлопот, так скажем, переписок, дополнительных согласований, пропуска. А так клиент, он получает уже стильный дизайн, весь подбор мебели. Ему не нужно ездить там по магазинам самому это искать, выбирать, сравнивать там размеры, да, потому что помимо всего еще должно все по размерам подойти, да, чтобы было удобно пользоваться этим, всем жить. Потому что если ты решишь вернуть обратно вещь, которая не подошла по размеру, тут ее обычно не возвращают. В большинстве случаев тебе дают ваучер на эту же сумму, и ты можешь в этом же магазине что-то на ваучер купить. То есть как у нас, вот вернуть в течение 14 дней, это не та история. Спальня здесь небольшая по площади, хватает как раз только для самого такого стандартного набора: кровать, тумбочки прикроватные и туалетный или рабочий столик. Плюс здесь есть отдельный свой санузел, мастер-санузел, и встроенная гардеробная. Гардеробная уже от застройщика идет. То есть здесь на самом деле с заказной мебелью все очень печально и сложно, как мы уже говорили, наверное, да, в прошлом видео, потому что качество оставляет желать лучшего, материала везде в основном ДСП ужасное, то есть ужасного качества, меламин какой-то. Вот, поэтому мы стараемся, в принципе, не использовать заказную мебель, мы стараемся все покупать готовое, тумбочки, кровати. А здесь мы подобрали вот такую трендовую, интересную кровать в фактурной рогожке. Кровать стоит 210 тысяч рублей, и к ней такие интересные круглые тумбочки в эко-коже. Мне очень нравится вот эта отделка в виде строчек по фасадам, но при этом они стоят недорого, всего 32 тысячи рублей. Плюс мы дополнительно провели сюда подсветку возле кровати в виде таких бра стеклянных. Они, кстати, очень красиво светятся за счет переливов вот этого рельефного стекла.
Мы приехали в гости к заказчику, который уже здесь живет, работает, говорит, что не хочет сдавать квартиру на Airbnb, потому что она получилась слишком красивая и слишком удобная. Здесь туалетный стол выполнен из письменный стол, как может использоваться и так, из дерева, шпона дерева, и вставка из кожи с такой прошитой строчкой. За мной из России мы привезли акварели. Это акварели художника, друга нашего заказчика. Мы их оформили в паспорту, и они удачно сочетаются сейчас с зеленым цветом комнаты и вообще со стилем наших апартаментов. Надеемся, вам понравился обзор этих апартаментов. Напишите в комментариях, что вам понравилось, как вам наша работа, и оставляйте заявки на дизайн в Дубае. Всем пока!